Ручной пылесос, который имеет режим одновременно сухой и влажной уборки, возможность отрегулировать уровень подачи воды, умную систему сбора пыли с автоопределением степени загрязнения поверхности, подсветкой для комфортной уборки в темных местах, мощность всасывания в 185 аэроватт, время автономной работы 70 минут, система фильтрации, которая задерживает до 99,999% частиц диаметром 0,3 микрона, удаление 99,9% пылевых клещей, удобный OLED-дисплей. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к пылесосу под названием Papio T12 Plus Rainsai. Как же на самом деле дела обстоят у этого устройства, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только долгие обзоры и быстрые стримы, точнее наоборот. Ручной пылесос. И это Papio. Насколько эта штука хороша, насколько вероятно, что она не умрет в первый же тест, и что у нее за комплект, сейчас вы и узнаете. Выглядит все это дело довольно прилично. Маркировка на русском языке. Указано, что здесь сухой и влажный тип уборки. Серый цвет, мощность 585 ватт. Устройство 1,6 килограмма. И все максимально локализовано. Будем смотреть, что здесь. Инструкция здесь уже не на русском языке, а на английском. Это инструкция, барабанная дробь, тоже полностью на английском языке. Вот так они локализовали, локально, на бирочках только. Вскрываем эту штуку. Пластик выглядит с первого взгляда неплохо. В руке держится неплохо, но она такая нелегкая. О! Фильтр открывается довольно просто. Один. Второй. Получается, скорее всего, просто через силу вытягиваешь и все. Очень странные дела, я бы сказал. Здесь довольно просто, но вы увидите, что фильтр вытаскивается также, чистится и потом засовывается обратно, чтобы все это дело работало. Это не первый их пылесос, если не 5-й, не 10-й, даже не 20-я модель. То есть они постепенно все это дело допиливают. Насколько здесь допилили, насколько целесообразно эту штуку рассматривать к своей покупке, разумеется, вы узнаете в ролике. Здесь у нас дополнительные фильтры, бесполезная бумага о том, что это фильтр. Трубочки. Сейчас я достану. Пластик-то. Мало того, что прозрачный, еще и с отливом. Телескопическая или не телескопическая труба, или просто труба? Просто труба. Вообще, мне кажется, что это дело прям замучаюсь распаковывать. Ну-ка. Не буду вас мучить всеми этими делами. Вы увидите в ролике, сколько всего, каким образом все это работает. Результаты тестов. Первое впечатление странное. Такое. И не супер-мега-топ, но учитывая стоимость. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Сейчас еще разыгрывается 2 смартфона, поэтому читаем описание и не забудем подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и скидок. Ссылки в описании к ролику. Нас там много, все полезно. Перейдем же к пылесосу. Полетели. Данная модель поставляется только в единичном дизайне. В комплекте мы имеем сам пылесос, 6 насадок, металлическую удлинительную трубу, телескопический шланг, мерный стакан, набор для настенного крепления с док-станцией, адаптер питания и зарядная док-станция. Внешне T12 выглядит привлекательно, я бы даже сказал отлично. Основные части самого пылесоса выполнены из хорошего пластика. Отмечу только, что док-станция по качеству не лучшая. Все насадки также выполнены из качественных материалов. Вдобавок на большинство из них есть мягкие вставки для того, чтобы не повредить мебель при уборке, а также для более качественной уборки. Сразу хочу отметить, что на данном пылесосе нет курка для включения, что, как по мне, удобнее, чем постоянно держать палец на курке. Габариты T12 391 мм на 225 на 99 мм. Сборка хорошая, ничего не люфтит и не скрипит. На корпусе расположили отверстие для отвода воздуха, переключатель скоростей, кнопку питания, OLED-дисплей, на котором отображается режим работы, состояние заряда, мощность в реальном времени, напоминание, интеллектуальное обнаружение пыли, напоминание об удалении пыли, напоминание об очистке и не только. Далее есть
есть отсек с аккумулятором и зарядный разъем. Пылесборник небольшой, мне на помещение в 39 квадратных метров его хватает на 3 уборки, при том, что я периодически пылесошу мебель. Пылесборник имеет магнитное крепление. Изначально я предполагал, что это не лучшая идея, но в целом проблем с установкой или изъятием пылесборника я не обнаружил. Фильтр имеет 6-уровневую фильтрацию, пылесборник, металлическая сетка, циклонный фильтр, фильтр HEPA 10, губчатый фильтр и фильтр HEPA 12. Сменять насадки удобно, и проблем с этим за время использования у меня не было. Основная щетка с двойным электроприводом имеет переднюю подсветку, одну щетку из мягкого нейлона, одну щетку, которая имеет силиконовые вставки и жесткие щетинки. Чистка занимает минимальное время, за что плюс. Также отмечу, что при уборке насадка не издает посторонний шум, так как колеса имеют мягкое покрытие. Далее, вращающая насадка на протирке полов имеет резервуар для воды емкостью в 390 мл, чего, как по мне, достаточно. Данная насадка оснащена двумя вращающимися площадками со скоростью 220 оборотов в минуту, двумя моющими насадками и тройной набор для поглощения пыли, что способствует не просто протиранию полов, но и пропылесошиванию одновременно. Также на насадке есть переключатели режимов подачи воды, такие как низкий уровень, выключатель и высокий уровень подачи воды. Вращение щеток синхронизировано с подачей воды, летим дальше. Пылесос оснащен бесщеточным двигателем BLDC M55 со скоростью вращения 125 тысяч оборотов в минуту. Номинальная мощность 585 Вт, мощность всасывания производитель указал в аэроваттах, а именно 185 Вт, потому что номинальная мощность, конечно, пугает. Фильтрация 99,999% частиц размером 0,3 микрометра. Это я проверить не могу, но допустим. Т-12 имеет инфракрасный сенсор обнаружения пыли, который способствует увеличению мощности всасывания, если в этом есть необходимость. Очень странно, как это происходит, но ладно. Работает данная технология, если выставить режим авто. Емкость аккумулятора 8 на 3000 мАч. Полный цикл зарядки занимает, по моим тестам, 4 часа 6 минут. В среднем на помещение в 40 метров требуется 40% заряда в экономном режиме, что прям очень хорошо. Опять же, в сравнении с другими моими пылесосами. 100% до нуля он разрядился за 67 минут в экономном режиме. А вот если включить максимальный режим, то в целом его время автономной работы плюс-минус такой же, как у многих подобных пылесосов, а именно 11-14 минут. Далее, перейдем же к тестам. Уровень шума не превышает 76 дБ, сразу поговорим о влажной уборке. По факту мы просто растираем грязь по полу. Я использовал один раз данную насадку, и после уборки пол, разумеется, выглядел лучше, но чище он, разумеется, не стал. Далее, дополнительные щетки, такие как длинная плоская насадка, мягкая насадка, плоская насадка, моторизированная щетка для матраса и так далее, показали себя отлично. Используя основную насадку и мощность всасывания в 185 аэроватт, хватает этого дела, чтобы пропылесосить ковер с ворсом в длиной 4 см. Ко всему, за счет жестких щетинок на щетке данная насадка хорошо собирает шерсть домашних животных, волосы, присохшую грязь и все подобные мерзости. В целом, как универсальное устройство для дома, данный пылесос показал себя хорошо. Он очень удобный в использовании, ко всему управление интуитивно понятное. Минусы: в комплекте нет лезвия для очистки щеток, либо я его не нашел, хотя искал упорно. Также к минусам отнесу некачественный пластик, как по мне у док-станции конкретно. И, возможно, хотелось бы слегка больше объем пылесборника. Ну и аккумулятор, разумеется, чтобы жил не 11-14 минут в режиме турбо, но такого не бывает в принципе. Может быть, только у каких-нибудь пылесосов по 100 тысяч, я пока не встречал. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Там я публикую море интересных предложений плюс эксклюзивный контент. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, они появятся. 22 числа начинается распродажа и будет весело. Я туда обязательно скину промики. Плюс я там делаю опросы, кому что хочется, чтобы я заказал на обзоре, чтобы вам рассказал. Резюмирую. PipeYo T12 плюс Rines показал себя отлично. Работает он корректно. Никаких проблем за время его работы и моего тестирования я не обнаружил. Комплект поставки шикарный, качество материалов по мне хорошее, исключая док-станцию. Ко всему этому он еще удобный в чистке. Не забываем подписаться на канал. Всем, кто оставил комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Приходите на Twitch, я там стримлю постоянно, подписки там бесплатные, вы просто нажимаете отслеживать и все. А пообщаться сможем в любой день. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.